Запад ожидает освобождения армянских пленных до КОП-29. Представители гражданского общества Армении призывают участников рамочной конвенции ООН об изменении климата и участников саммита КОП-29 предъявить Азербайджану ряд требований. Главным в этом списке можно считать требование об освобождении официально подтвержденных 23 армянских военнопленных и гражданских лиц до начала КОП-29. Эта конференция пройдет в Баку в начале ноября. Призыв более 50 армянских НПО был направлен в секретариат рамочной конвенции ООН об изменении климата, сети НПО Climate Action Network в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, сети Sea Bankwatch, в Международную федерацию прав человека FIDE и SHARE, а также в действующие в Армении посольства и международные организации. НПО объявляют, что Баку использует армянских пленных в качестве разменной монеты, чтобы получить различные уступки от Армении. В качестве примера НПО приводят согласие Еревана на проведение КОП-29 в Азербайджане, в результате чего в конце прошлого года на родину вернулись 32 пленных. Пленные, находящиеся в азербайджанских тюрьмах, или хотя бы часть из них, будут возвращены в Армению до климатического саммита ООН, не исключает политолог Степан Григорян. На Азербайджан оказывается огромное давление. Есть шанс, что до КОП-29 Алиев либо подпишет мирный договор с Арменией, либо освободит армянских пленных, считает он. Армянские НПО требуют, чтобы Азербайджан освободил также политзаключенных. НПО Армении напоминают, что в азербайджанских тюрьмах удерживается бывшее руководство непризнанной НКР. Они обвиняются или осуждены за сфабрикованные преступления с грубейшими нарушениями права на справедливое судебное разбирательство. О жестоком обращении и пытках армянских пленных в Азербайджане, грубых нарушениях международного гуманитарного права и прав человека свидетельствуют доклады Комитета ООН против пыток UN Committee Against Torture и Human Rights Watch. Следовательно, их освобождение и возвращение в Армению – безотлагательная необходимость. Представители гражданского общества Армении призывают стороны рамочной конвенции ООН об изменении климата и участников КОП-29 осудить Азербайджан за военные преступления в Нагорном Карабахе, нарушение гуманитарного права, этническую чистку коренного армянского населения, уничтожение армянского историко-культурного наследия и экологические преступления. В то же время они призывают потребовать, чтобы Азербайджан немедленно, до начала КОП-29, освободил официально подтвержденных 23 армянских военнопленных и гражданских лиц, обеспечил доступ международных организаций в закрытые учреждения для обнаружения других пленных и проведения поисковых работ в Нагорном Карабахе с целью возвращения останков погибших их родственникам, освободил узников совести и политзаключенных Азербайджана. Армянские правозащитники уже длительное время утверждают, что в Азербайджане содержится еще как минимум 80 армян, но азербайджанские власти не предоставляют информацию о них. Еще 200 человек считаются пропавшими без вести, но международным и армянским поисковым группам не позволяют обследовать территорию, чтобы найти останки погибших и передать их родственникам для захоронения. В заявлении НПО затрагивается и тема мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. В нем говорится, что Баку в последние месяцы выдвигает все новые требования к Еревану в виде предусловий для подписания мирного договора. Кроме того, Азербайджан отказался от предложения Армении подписать этот документ по уже согласованным пунктам. Одновременно он активно требует прекращения деятельности миссии наблюдателей ЕС, которые мониторят границу Армении с Азербайджаном. И это, по сути, подтверждает, что эта страна не имеет никаких намерений достичь мира, что так называемый «мирный КОП» – фальшивый лозунг, и что за КОП-29 может последовать новая война в регионе. Если власти Азербайджана хотят, чтобы саммит прошел так, как они задумали, им нужно либо подписать мирный договор, либо освободить армянских пленных, полагает политолог Степан Григорян. Я не очень верю в подписание мирного соглашения, но давление продолжается. Алиев думает об этом. По мнению политолога, если Алиев не согласится выполнить одно из этих двух требований, Евросоюз и США могут бойкотировать саммит. ЕС и США говорят: если ты хочешь нашего участия в КОП-29 на высоком уровне, отпусти пленных.
Баку получает подобные призывы и из Европарламента. До встречи Пашиняна и Алиева в Казани Григорян не верил, что Баку пойдет на какой-либо из этих шагов. Но результаты переговоров показали, что премьер-министру Армении удалось в какой-то степени убедить президента Азербайджана, говорит эксперт. Сразу после встречи в Казани Алиев вернулся в Баку и подписал регламент работы комиссии по делимитации границы. То есть он признал, что процесс должен продвигаться согласно Алма-Атинской декларации 1991 года. Это означает взаимное признание административных границ к моменту распада СССР. Эта декларация вовсе не идеальна, но хотя бы дает представление о границах. Степан Григорян согласен с теми, кто считает, что договор может быть нарушен Азербайджаном, если будет подписан без гарантов. Но это не означает, что нужно отказываться от этого пути. Надо подписывать соглашение, нужно вести переговоры. Таким образом ограничивается свобода действий Алиева. Франция поддерживает процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, который должен произойти на основе Алма-Атинской декларации. Об этом заявил посол Франции в Армении Оливье Ди Катиньи в беседе с журналистами в Горисе. «Мы поддерживаем начавшийся процесс делимитации между двумя странами, и он должен проходить на основе Алма-Атинской декларации, о чем стороны договорились», заявил посол. В Варатане, в Сюнике, где Армянский фонд Франции и Всемирная продовольственная программа работают рука об руку для восстановления ирригационной сети при финансовой поддержке Франции. В Армении Франция направляет свои ресурсы туда, где ее убеждения. Посол Франции в Армении Оливье Ди Катиньи зафиксировал оккупацию Азербайджаном суверенной территории Армении в районе населенного пункта Неркин-Ханд Сюникской области Армении. На брифинге с журналистами в Горисе посол поделился впечатлениями от посещения Неркин-Ханда. Ди Катиньи подчеркнул, что часть населенного пункта Неркин-Ханд оккупирована Азербайджаном. Эта ситуация вызывает большие трудности у жителей. У них есть чувство опасности, и эта опасность реальна, потому что нападения могут начаться снова. Есть проблемы, связанные с повседневной жизнью, у людей даже проблемы с водой. Здесь человеческие драмы, люди не могут посетить могилы своих родственников, отметил посол. На вопрос, фиксирует ли он, что Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении с 4 сторон в этом районе, посол ответил: «С 3 сторон, потому что с одной стороны нам удалось туда зайти». Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал.